И хай народ, у аппарата, как всегда, неизменный его ведущий, я Дэнфоб. И сегодня мы продолжаем играть такую замечательную игру, а быть точнее мод, Tiny Bunny, другая история. Действие игры у нас происходит параллельно после второго эпизода, то есть по ветке игры с Алисой. Вот, если кто не в курсе. Если кто попал на это видео чисто случайно и вам, зацепило, понравилось, то плейлист есть у меня на канале. Или ссылка будет в описании, или подсказка. Сейчас выплывет, я, если не забуду, поставлю. То можете посмотреть. В принципе, игра поменялась. Все прям полностью поменялось. Прям кардиакально вообще все поменялось. Ну, а мы, в общем, остановились на том моменте, то, что мы согласились, мы побыли с Ромой, с Бяшей, не сходили в школу, сходили на дело, вернулись домой, пустили друзей в дом. Сестра Антона увидела друзей, и как бы после этого они боятся то, что их сейчас палят. Ну и все, начинаем, продолжаем. Ну да, ну и всех с наступающим Новым Годом. Так быстро? Толком даже ничего не обсудили. Хорошо. Можешь не провожать, мы сами тихо дойдем. Давай, Тоха, до встречи. Ребята поспешно вышли из комнаты, стараясь сильно не скрипеть деревянными досками пола. Странно это все. Но хотя бы теперь мы знаем, как будет использовать записку. Надеюсь, я прогулял школу не зря. Жаль, что если Оля не расскажет маме об этом, то учительница, думаю, точно это сделает. Как бы то ни было, сейчас я должен был сидеть как мышка и рисовать сестре динозаврика. Я давно ей обещал. А обещание надо выполнять, как говорит папа. Нет. Так намного лучше. Забор, и из забора выглядывает лиса. Сестра будет довольна моим рисунком, да. Скример сейчас будет. Опа. Я поспешил вырвать лист из альбома. Это не то, что я хотел нарисовать. Вроде и очень красиво, но что-то не то. Эх, совсем настроения нет. Да, позже займусь этим. А сейчас хотелось бы расслабиться. Я слышала, как мальчишки ушли. Да, заходи. Оля подошел ко мне поближе. А кто это был? Да так, друзья новые. Ого, сразу два новых друга. Везет тебе. А меня отсюда никуда не выпускают. Ну, мать у тебя с причудами просто. Сижу здесь в заперти, косу отращиваю. Как Рапунцель, да. Может, когда-нибудь по ней спущусь. Слова Оли тут же навеяли воспоминания о том большом раскидистом дереве. Оленька, не переживай. Скоро все плохое уйдет. Наступит весна, и мы вместе пойдем гулять. Оп, превьюшка. Почему бы нет? А в зоопарк пойдем? Конечно, куда захочешь. Но до весны еще долго ждать. Не переживай, время быстро пролетит. И до тех пор я буду всегда вместе с тобой. Вот это настоящий брат. Обещаешь? Обещаю. Оля обняла меня сильнее.
Я обязан быть для нее хорошим братом. Спасибо, Антоша. Бедная ты совсем, Оленька. Нужно придумать тебе новое развлечение. Может, я поучу тебя рисовать? А почему раньше этого нельзя Ты было же знаешь, сделать? какая я глупенькая еще. Ничегошеньки не понимаю. Ты чего такое говоришь? Ты самая умная девочка из всех. И если ты задашь себе цель, то ты ее обязательно достигнешь. Главное, верь в себя, Оленька. Молодец. Вот слова поддержки для детей в этом возрасте это намного ценнее, чем, ну, что-то совсем другое, то, что вот, ну, обыденное для ребенка, а вот слова поддержки, даже если ребенок не прав, я считаю то, что это вот намного лучше. Эти слова ребенку дают толчок в каких-то продвижениях, в задаче себе в цели. И это намного лучше, чем не показывать ребенку на минусы и говорить, какие минусы нужно учесть. А тут то, что вот смотри, ты молодец, у тебя все получится, я верю в тебя. И если хочешь, мы вместе это там, ну, попробуем там, или же, ну, я тебе покажу. Вот, это намного лучше, чем указывать ребенку на минусы. Вот я считаю, что вот это правильней. Ну, у кого-то да, у кого-то совсем другое восприятие. То, что там, ага, у меня все хорошо, меня хвалят, и некоторые просто, ну, по-другому все воспринимают и, ну, делают намного хуже. У некоторых по-другому, но некоторым, если их хвалить, они за похвалу хотят, ну, еще больше похвалы, и они начинают стараться. У некоторых такое восприятие. Я как бы за первый метод, то, что, ну, нужно хвалить, а не указывать ребенку на минусы. То есть, например, у тебя плохо получается там, ну, выговаривать букву R. Там, вот почему-то этот ребенок умеет, там, твоя подруга, например, а ты вот не можешь. И ребенку это уже, ну, неприятно. Мне кажется, на минусы лучше в этом возрасте не указывать. Антоша, ты хороший. Спасибо. Вот, ребенку намного приятнее это слушать. Да что там? Ладно, я побежала. Ладно, давай, вот, блин, вот так вот и надо, вот такими вот братьями и сестрами быть. Я тут кассету нашла под кроватью с новыми мультиками. Так, эту кассету спрятали? Что-то я не понял. А ты давай динозаврика рисуй. Да, вообще обнаглел. Антоха, давай рисуй. Быстро же она убежала. Еще совсем беззаботная девочка. Не повезло ей. Она заслуживала больше, чем имела сейчас. Она заслуживала безлимитную пропуск в Диснейленд. Хотя, по-хорошему, я его тоже заслужил. Не знаю, попаду ли я туда в совершеннолетие, но знаю, что туда поеду... точно поеду туда, когда буду взрослым. Вместе с Олей. И, возможно, с Полиной. Эх. Ладно, пора оставить свои мечты и перейти к настоящим проблемам. Сегодня папа должен приехать пораньше. Надо будет у него спросить про того мужика. Может, видел его где. Главное не разболтать о том, что я лазил в чужом гараже. Да, и к тому же воровал. Черт. Это же записка адресована кому-то. Значит, в этом гараже должен был кто-то прийти. Что же делать? Записку уже обратно не вернуть. Надо завтра в школе рассказать об этом Ромке. А вдруг к нам явятся люди с оружием, будут требовать деньги за утерянную информацию. Так, спокойно. Но это уже фантазия разыгралась у Антошки. Соберись, Антон. Ты не трус. Что бы ни произошло, никогда не бойся. Все будет хорошо. Папа сильно защитит нас от кого угодно. Да, только почему-то он с Москвы переехал в деревню. Главное верить. Ладно, пора бы уже заняться делами. А то стою тут посередине комнаты и плачу самому себе. Увидела бы это Полина или Катя. Что бы она сказала? Почему меня это вообще волнует? Оп.
Шторы задвинуты. Почему-то он все время идет, как будто пьяный, он что-то его трясет туда-сюда. Я присел на кровать. Рисовать настроения нет, читать тоже, учить пропущенной в школе тем более. Да и в прохладно как-то в доме. Из-за этого клонил в сон. Вставай, лентяй! Вот и все. Давай! Разлежался тут, да, давай, вставай. Услышав приказы тон сестры, услышав, да, приказной тон сестры, я нехотя открыл глаза. Папа приехал! Правда? Ага, а еще он привез мне огромный чупс с жвачкой. Пойду поздороваюсь. Так, Антон, бери ту коробку и неси в кладовку. Только осторожно, там банки. Не успев зайти в комнату, я уже получил новое задание. Ничего не поделаешь. Хорошо, мам. Я взял с пола увесистую коробку и понес к кладовке. Вот и все. Мам, а где папа? Оля сказала, что он уже приехал. На улице колесо качает. Бэха его развалилась. Скоро вернется. Ты почему, кстати, так рано со школы пришел? Я отвел взгляд. Да короткий день был, в общем. Учительница не смогла прийти. Что это за школа такая, в которую даже учителя не хотят ходить? Что уж о детях говорить. Бардак. Сняв фартук, мама пошла составлять какой-то список. Ну, я свое дело сделал, можно идти отступление. Привет, пап. Привет, Антошка. Как у тебя дела? Как успехи в школе? Нашел, наконец, друзей себе? Ну или подружку, может? У него сегодня явно случилось что-то хорошее. Друзей двух нашел. Вроде хорошие ребята. Ты про тех, кто тебе рассказал тогда вечером? Да, они. Молодцы, ребята. Не бросили друга на холоде. Но молодцы не во всем. Папа что-то знает? Знает, какие они на самом деле? Когда я заезжал в магазин, учительницу твою встретил. Она остановила меня. Волнение немного отпустило меня. Хоть сейчас я и получу, но хотя бы не за что веду дела с хулиганами. И что сказала? Это я у тебя и хочу спросить. Ну, что я школу прогулял. Я с опаской обернулся, чтобы убедиться в том, что мамы рядом не было. Я думал, ты с опаской оглянулся, не летит ли тебе подзатыльник. Вот молодец. Сам сознался в содеянном. На первый раз маме не рассказываю. Блин, ну чё-то, бать, чё ты жесткий, я понимаю, ты такой же был, но не надо прям так вот, такой же жестким быть, потому что, во-первых, ты точно так же рос, так же прогуливал, ребенок, во-первых, всего лишь первый раз прогулял, он у вас в школу ходит, все делает, он, мне кажется, не свернет с пути, даже если свернет, то только под конец. Но еще раз подобное случится, получишь и от меня, и от мамы. Ну вот, да. И подзатыльник, и в живот, и тапкой по жопе, и ремнем. А друзья твои О, нет. чем-то на бандюганов смахивают. Ой, какие времена, какие фильмы, какие истории рассказывают. Особенно в глухих деревнях. Так что кто-то пытается косить под что-то. Я тоже в детстве под бандюгана косил. Вот. Не могу даже представить этого. Мой папа бандит. Дети они такие. Ну да. Нужно спросить о подозрительном мужчине. Так, а мне настройки. Вот. Голос. Так, голос. Или нет. Или не стоит, может, отец с ним был знаком? Слушай,
А ты не видел случаем одного мужчину? У него лицо такое сморщенное и губа будто заячья. Так, мы сделали намного хуже. Голос надо... Во. Да, замечал такого недавно. Во, лучше стало намного, ребят. Мимо школы проходил, оглядывался еще, будто вор на базаре. Да, он какой-то странный, зайчья губа. Во-первых, мы в 4-м эпизоде его даже не видели. Ребят, вы заметили? Я потому что, ну, сколько? 4-й эпизод переиграл? Его нигде мы не видели, нигде. А что, он тебе насолил чем-то? Да просто, блин, странный тип. Да нет, просто подозрительный он какой-то. Это правильно, сын, всегда запоминай подобных. Научись замечать детали, которые могут рассказать про них самих. В будущем тебе это пригодится. Ну да, с кем ты имел дело? Ага, Бориска. Борис же зовут отца Антона. Не повторяй ошибок отца. О, видишь, сам признал. Хорошо, пап. Ну ладно, я пойду в свою комнату. И это, не забывай с сестрой играть. Ей тут очень одиноко, а на улице слишком опасно. Мы и тебя сначала хотели дома оставить. Слишком тут зверей много диких. Но сам понимаешь, школа есть школа. От нее не скрыться. Лес здесь мрачный, точно небезопасный. Поэтому, чтобы больше я тебя там не видел. Да, пап. Говорил он отцу, да. Значит, сегодня этот мужик уже был возле школы. Что он там разнюхивает? Ему кто-то нужен? Надеюсь, не я и не мои друзья. И не Полина. Можно ли назвать ее другом? Она очень располагает к себе. Так и хочется быть рядом с ней каждую минуту. Ну, классная девчонка, ее назвать можно точно. Мой или она уровень. Не знаю, выясним позже. А сейчас нужно было заниматься динозавриком Оли. Целый день я помогал маме разбирать старые коробки. Вместе с папой мы таскали вещи наверх, а мама их сортировала. День выдался спокойным. Оля радостно смотрела новые мультики, а мы с папой даже дружно переговаривались во время работы. И ссор сегодня никаких не было. Портфель, перчатки. Что с портфелем не так? Перчатки, короче, нет у нас их. И ссор сегодня никаких не было. Надеюсь, все будет хорошо. Вообще, да, для ребенка это должно быть стабильно. Потому что, ну, когда ссоры часто в семье, ребенку, ну, бывает часто, он, ну, хочет уйти просто-напросто на улицу, с друзьями там ходить подольше, ну, потому что, ну, знает, что будет дома. Все дела на сегодня завершены. Я не сильно устал, но все же стоило отдохнуть. Родители спят, Оля тоже. Пора и мне. Опять скрипит у него полы, ветер дует. Глава 2. Сказка на ночь. Смотрите, вау, вау, вау. Ребят, ну давайте на этом мы закончим. Потому что, ну, уже 18 минут, сейчас 19 будет. Главу 2 начинаем мы с вами с новой серии. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, не забываем ставить на колокольчик, пишем любой совсем комментарий, вам не трудно, мне приятно. И всех с наступающим Новым годом, плейлист будет ссылка в описании или в подсказке. Также не забывайте то, что на улице уже скоро Новый год, осталось всего 6 дней до Нового года, и все, на этом как бы. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем удачи и всем покеда.